Глава 1156. Возвращение на остров Серебряной Акулы. 5 тонких пучков духовной ци вылились из духовного камня. Ци была прохладной на ощупь и довольно плотной, ползла по пальцам Ханьли, как 5 крошечных змей. Ханьли был застигнут врасплох и испугался, рефлекторно вытащив пальцы из духовного камня. Несмотря на это, 5 крошечных змей все еще извивались в меридианах, а затем самостоятельно рассеялись. Внезапно всплеск духовной силы, наполненный обильной жизненной силой, распространился по всему его телу. Ханьли сразу же почувствовал прилив тепла, но с прохладным ощущением, отчего он чувствовал себя очень комфортно, словно плыл по облаку. Вот какой высочайший духовный камень. Как и ожидалось, его духовная ци значительно превосходила духовные камни высокого ранга. Ханьли впитал этот поток духовной силы с восторгом в своем сердце. Поглощение небольшого количества духовной силы имело тот же эффект культивации, что и полмесяца медитации. Если бы он впитал в себя всю духовную силу этого духовного камня, это сэкономило бы ему, по крайней мере, 10 лет напряженной культивации. Конечно, он не собирался поддаваться этому искушению и тратить такое исключительное сокровище. Духовный камень, который содержал такое огромное количество духовной ци, естественно, стоило сохранить для критических моментов во время прорывов. Ханьли взмахнул ладонь, и перед ним появилась небольшая лазурная коробка. Он осторожно положил высочайший духовный камень в деревянную коробку, затем наложил на нее несколько талисманов разных цветов и убрал в сумку для хранения. Внутренне обрадовавшись, Ханьли выстрелил вдаль в виде полоски лазурного света. Несколько месяцев спустя Ханьли приблизился к возвращению на остров Серебряной Акулы. Однако он сразу понял, что что-то не так. Приблизившись к острову, он не столкнулся ни с одним культиватором. Это было очень странно. Когда Ханьли наконец увидел остров Серебряной Акулы вдалеке, сцена увиденного заставила его невольно запнуться. Над островом Серебряной Акулы появился синий световой барьер, и в то же время все ограничения на острове, казалось, были полностью активированы. Сканируя своим духовным чутьем окружающее пространство, Ханьли обнаружил, что вокруг никого нет. Как будто все культиваторы искали убежище в пределах ограничений на острове. Ханьли был довольно озадачен этим и также просмотрел морское дно поблизости своим духовным чутьем. Убедившись, что никаких отклонений от нормы не было, он полетел ко входу на остров с недоумением в своем сердце. В одном месте колебания ограничения были более устойчивыми, поэтому, скорее всего, это был обозначенный вход в формацию. Несколько раз мелькнув в воздухе, Ханьли достиг барьера света, и лазурный свет вокруг его тела отступил. Он посмотрел на световой барьер и поднял руку, чтобы послать в барьер талисман передачи голоса. Затем он бесстрастно парил в воздухе, ожидая ответа с другой стороны. Кто из таких даосистов возвращается на остров в такое время? Могу я узнать ваше имя? С другой стороны светового барьера прозвучал настороженный мужской голос. В то же время всплеск духовного чутья охватил Ханьли. Лицо Ханьли потемнело, а из его тела вырвался лазурный свет. Духовное чутье было немедленно отражено, и Ханьли также набросился на него бесцеремонным образом. За световым барьером раздался приглушенный стон, явно принадлежащий обладателю духовного чутья. Что мое имя для младшего, такого, как ты? Поспеши и ослабь ограничения. У меня есть дела на этом острове, холодно хмыкнул Ханьли. Культиватор подавил острую боль в своем духовном чутье и поспешно объяснил: мои извинения, я не знал, что вы на стадии зарождающейся души. В обычных обстоятельствах я, естественно, предоставил бы вам проход, не задавая никаких вопросов, но большие полчища демонических зверей из близлежащего океана внезапно напали на остров всего несколько дней назад. Меня послали сюда, чтобы охранять это ограничение, и я должен подтвердить личность всех культиваторов, возвращающихся на остров, прежде чем открывать проход. Ханьли вспоминал сцены, где звери демонов напали на остров Зеленого Духа, и выражение его лица немного смягчилось. Вот так. Как ты планируешь проверить мою личность? Не могли бы вы сообщить мне свое имя и кратко рассказать о себе, старший? Или у вас есть какие-либо предметы, которые могут подтвердить вашу личность? Робко спросил культиватор за световым барьером. Этого будет достаточно. Нахмурившись, Ханьли поднял руку, послав полоску золотого света, исчезающую в световом барьере. Это был не что иное, как талисман приглашенного старейшины, данный ему небесными звездными мудрецами. Пожалуйста, простите меня, старший Хань. Я немедленно впущу вас. По ту сторону светового барьера раздался удивленный голос. Услышав это, сердце Ханьли слегка дрогнуло, и в его глазах промелькнул необычный свет, но он быстро изменился в лице, ожидая входа на остров. Некоторое время спустя синий световой барьер перед ним дрогнул, и появилось небольшое отверстие.
Тело Хань Ли дрогнуло, и он влетел в отверстие, которое с гулом затянулось обратно. Как только он влетел в световой барьер, глаза Хань Ли сразу же загорелись. Перед ним стояли более 10 культиваторов в дворца звезд в белых одеждах, и все они стояли в два ряда, давая ему дорогу. Лазурный свет отступил, и Хань Ли явил себя культиватором. Мы отдаем дань уважения старшему Ханю. Культиватор средних лет поспешно шагнул вперед и почтительно поклонился Хань Ли. Судя по его голосу, он был тем, кто разговаривал с Хань Ли ранее. Этот человек был культиватором на стадии формирования ядра, и его лицо было слегка бледным. Он явно все еще оправился от боли в духовном чутье, которая только что была ему причинена. Вы единственные, кто охраняет это место. Хань Ли вскинул бровь от удивления. За исключением одного культиватора формирования ядра, все остальные культиваторы Дворца звезд были только на стадии заложения основ. Так что грозной силой их назвать было сложно. Демонические звери начали крайне ожесточенную атаку на остров несколько дней назад, и все остальные наши даосисты удалились в город на острове, чтобы отдохнуть, оставив только таких учеников, как мы, охранять это место посменно. Будьте уверены, старший Хань, ближайший город к этому месту находится чуть более чем в 50 километрах, и там есть более 100 учеников Дворца звезд, которые могут прийти нам на подмогу в любое время, пояснил мужчина. Почему ты называешь меня старшим Ханем? Как ты узнал обо мне? Выражение лица Хань Ли потемнело, а из его тела вырвалось удивительное духовное давление, заставившее человека отступить назад. Мужчина успокоился и поспешно ответил: «Старший Хань, мы получили портрет вашей внешности несколько месяцев назад из Дворца звезд, и нам сказали, чтобы мы были готовы выполнять ваши приказы». «Понятно. Не думал, что мастера Дворца будут уделять мне столько внимания». В глазах Хань Ли вспыхнул неоднозначный свет, и на его лице неожиданно появилась улыбка, а удивительное духовное давление исчезло. Мужчина с облегчением вздохнул, и на его лице появилась улыбка. В этот момент Хань Ли обратил свое внимание на глубь острова и спросил: «Вы уведомили всех остальных о моем прибытии?» Человек дал честный ответ: «Да. Нам сказали немедленно уведомить старейшину на острове о вашем прибытии, как только вы прибудете сюда». Понятно, Хань Ли выглядел безразличным, и было невозможно определить, о чем он думал. Однако дрожь внезапно пробежала по позвоночнику культиватора, а в его сердце нахлынуло беспокойство. В этот момент вдалеке появилась полоса белого света, быстро приближающаяся к ним. Хань Ли повернулся и, прищурившись, взглянул в небо. Это старейшина Джао. Он решил лично приветствовать старшего Ханя, поспешно сказал мужчина. Хань Ли равнодушно кивнул, стоя на месте со скрещенными руками. Мужчина был слегка удивлен, увидев небрежный вид Хань Ли. Он не знал о том факте, что Хань Ли был культиватором на поздней стадии зарождающейся души. После того, как его духовное чутье было отражено, он не осмеливался снова проверить уровень культивации Хань Ли, поэтому он просто предположил, что он был культиватором на ранней стадии зарождающейся души, которого Дворец звезд совсем недавно завербовал. Полоса белого света спустилась, показывая пожилого мужчину с седой головой. На нем был парчевый халат с нефритовым поясом на талии, а брови были тонкими и длинными. Он был культиватором на ранней стадии зарождающейся души. Пожилой мужчина сразу же узнал Хань Ли и с горящими глазами подошел к нему. Он сжал кулак в приветствии и сказал: «Пожалуйста, простите меня за то, что я не смог своевременно принять вас, господин даосист Хань». У пожилого мужчины была теплая улыбка на лице, как будто он и Хань Ли были старыми друзьями. Хань Ли поднял бровь, равнодушно отвечая: «Вы слишком добры, господин даосист. Я слышал, что ситуация на острове Серебряной Акулы в последнее время немного беспокойна. Вы тот, кто отвечает за остров, брат Чжао?» Хе-хе, на остров напали полчища демонических зверей, но среди них не было ни одного демонического зверя стадии метаморфозы, поэтому мы с ними быстро разобрались. Однако не я присматриваю за этим островом, а брат Нин Чинцай. Однако в данный момент его нет, потому что он расследует причину неспровоцированной атаки демонических зверей на остров. Меня фактически послали сюда с единственной целью поприветствовать вас, господин даосист Хань, с улыбкой сказал старейшина Джао. Вас отправили сюда, чтобы приветствовать меня. Услышав это, на лице Хань Ли наконец появился след удивления. Так и есть. Мастера Дворца попросили меня передать вам сообщение. Они настаивают на том, чтобы встретиться с вами снова, когда вы вернетесь во внутреннее море. По правде говоря, я ждал вас на этом острове уже несколько месяцев, господин даосист Хань, с улыбкой объяснил старейшина. А какое у них ко мне дело? Хань Ли слегка нахмурился. У него было ощущение, что ему грозят серьезные проблемы. Хе-хе, это не место для обсуждения таких вопросов. Пожалуйста, пойдемте со мной в более тихое место, брат Хань, предложил старейшина. Конечно, тогда давайте отправимся к той маленькой горе, вон там.
Хань Ли с задумчивым выражением огляделся, а затем неожиданно указал на небольшую гору в 10 километрах. Старейшина Джао посмотрел на маленькую гору и сразу же согласился: «Как пожелаете, брат Хань». Хань Ли кивнул в ответ, и после того, как пожилой мужчина дал некоторые указания ученикам Дворца Звезд, они вместе полетели к горе. Гора была недалеко, поэтому они, естественно, прибыли очень быстро. Хань Ли приземлился на гору и сказал спокойным голосом: «Какое послание вы хотели передать мастеров дворца, господин Даосист Джао? Теперь вы можете сказать». «Ха-ха, нет необходимости быть таким осторожным, брат Хан, у меня есть фантастические новости для вас». Пожилой мужчина с улыбкой погладил бороду. «Фантастические новости. Что вы имеете в виду?» Услышав это, Хань Ли был ошеломлен. «Господин Даосист Хань, вам же еще нет 500 лет, верно?» С улыбкой спросил старейшина. «И что с того?» Хань Ли был поражен странным чувством, но он не отрицал этого. Глава 1157. Предложение о парной культивации. Ха-ха, это все, что мне нужно было услышать. Что вы думаете о старейшине Линге из нашего Дворца Звезд? С улыбкой спросил старейшина. Вы имеете в виду госпожу Лин Юйлин? Спросил Хань Ли со своеобразным выражением лица. Именно. Она также является дочерью мастеров дворца. Пожилой мужчина кивнул в ответ. У госпожи Лин исключительная способность к культивации, раз он достигла стадии зарождающейся души в таком молодом возрасте. Я не совсем уверен, что понимаю, о чем вы спрашиваете, господин Даосист Джао. В глазах Хань Ли мелькнуло замешательство. Способность старейшины Лин действительно весьма исключительна, но она намного ниже, чем у вас, брат Хань. Однако нет сомнений в том, что вы оба в высшей степени талантливы. Если вы объединитесь, возможно, у вас будет шанс, чтобы преуспеть в вашем стремлении к великому Дао и бессмертию. Брат Хань, не желаете ли стать компаньоном Дао старейшины Лин? Компаньоном Дао. Услышав это, Хань Ли так удивился, что у него челюсть отвисла на землю. Верно. И брат Хань, и старейшина Лин так молоды и обладаете такой исключительной способностью. Вы двое, пара, заключенная на небесах. Вы позволите мне быть вашим сватом? Широко улыбнулся старейшина. Удивление исчезло с лица Хань Ли, и вместо этого он нахмурился. Пожилой мужчина был немного удивлен этим. Неужели Хань Ли не желал принимать такую блестящую договоренность? Нужно было понять, что в мире культивации было очень мало женщин-культиваторов стадии зарождающейся души, и еще труднее было найти культиваторшу зарождающейся души того же возраста, что и Хань Ли. Таким образом, несмотря на то, что все знали о преимуществах парной культивации, большинство мужчин-культиваторов стадии зарождающейся души могли брать в качестве своих слуг или наложниц только культиваторш формирования ядра или даже заложения основ. Было очень мало таких пар, которые на самом деле стали компаньонами Дао. Время от времени появлялась культиваторша зарождающей души, но ее сразу же преследовали культиваторы аналогичной стадии культивации. Лин Юйлин была культиватором зарождающейся души, в то же время чрезвычайно красивой, а также была дочерью широко известных мастеров Дворца Звезд. Разве это не самое лучшее, что могло случиться с Хань Ли? Так почему же он так не хотел соглашаться? Это было просто удивительно для старейшины. Однако этот человек был на поздней стадии зарождающейся души, поэтому пожилой человек, естественно, не решился выразить свое неудовольствие. Выражение его лица не изменилось, и он продолжил с энтузиазмом. Оба мастера дворца сказали, что если вы готовы стать компаньоном Дао старейшины Лин и жить в нашем небесном звездном городе, вы станете следующим мастером Дворца Звезд. В этом случае вы станете правителем моря рассеянных звезд, и вдобавок ко всему, пожилой мужчина начал рассказывать длинный список преимуществ, которые Хань Ли мог получить в парной культивации. Едва ли в его голосе можно было не заметить намек на зависть. Хань Ли продолжал молчать, но пожилой человек не собирался останавливаться, поэтому он мог лишь вздохнуть в конце и перебил его. «Я очень благодарен мастерам дворца за то, что у них такое высокое мнение обо мне, но я должен отказаться от этого предложения». «Что?» «Пожалуйста, внимательно обдумайте это, брат Хань. Это важный вопрос, и было бы неразумно принимать поспешное решение». Пожилой человек почувствовал от реакции Хань Ли, что тот совершенно не хотел этого предложения. Однако его сердце все равно ушло в пятки, услышав отказ Хань Ли, но он не хотел сдаваться. Если бы он не смог выполнить эту миссию, назначенную ему небесными звездными мудрецами, это бы поставило его в неловкое положение. Дело не в том, что я думаю, что господа Юйлин недостаточно хорош для меня, или что у меня есть предубеждение в отношении Дворца Звезд, просто у меня уже есть компаньон Дао, и она также культиваторша зарождающейся души, объяснил Хань Ли. Понятно. Тогда тут уже ничего не поделаешь.
Похоже, вы и старейшина Лин просто не должны быть вместе. Я все же думаю, что очень жаль, что ничего не вышло». Услышав это, пожилой мужчина смиренно вздохнул. Однако он был весьма рад, что у него будет возможность объясниться перед небесными звездными мудрецами. В то же время он чувствовал себя довольно озадаченным. Казалось, что за последние 100 лет в море рассеянных звезд не было ни одной новой культиваторши зарождающейся души, кроме Лин Юйлин. Неужели его компаньонка Даа была такой же могущественной, но малоизвестной культиваторшей, как и сам Хань Ли? Небесные звездные мудрецы не упоминали, что Хань Ли, возможно, был иностранным культиватором. Таким образом, он автоматически предположил, что Хань Ли был одним из тех культиваторов, которые проводили большую часть времени, культивируя в уединении, тем самым делая его темной фигурой в мире культивации. Пожилой мужчина тяжело вздохнул и сменил тему. «Я не буду больше говорить о вопросе со старейшиной Лин, но мастера дворца приказали мне передать вам еще одно сообщение, если вы отвергнете парную культивацию. Вам было бы интересно услышать это, брат Хань?» «Конечно, пожалуйста, продолжайте», — ответил Хань Ли. Видя, что дворец звезд не смог его завербовать, они решили попробовать другие хитрости. Это не стало неожиданностью для Хань Ли. Пожилой мужчина внезапно принял более торжественное выражение, сказав: «Мастера дворца просто хотели бы встретиться с вами снова. Конечно, вы можете выбрать место, если оно находится внутри или где-то близко к небесному звездному городу. Мастера дворца сказали, что они хотели бы обсудить с вами важный вопрос о прорыве на стадию божественной трансформации. Надеюсь, что вы примете это предложение, брат Хань». Что-то связанное с прорывом на стадию божественной трансформации. Хань Ли задумчиво погладил подбородок. Если бы не эта последняя часть сообщения, он отклонил бы предложение без каких-либо колебаний. Однако это предложение было довольно заманчивым, и ему пришлось тщательно обдумать его. В конце концов, он не имел ни малейшего понятия о том, как он собирается перейти на стадию божественной трансформации. Даже если процесс, вероятно, будет довольно рискованным, он все равно не хотел упустить такую возможность. После долгого размышления Хань Ли, наконец, сказал: «И если небесные звездные мудрецы не будут возражать, я могу встретиться с ними на этом маленьком острове в 1500 километрах к северу от небесного звездного города. Я буду на этом острове в течение 3 дней, с его нынешним уровнем культивации, пока он не был пойман в ловушку в месте, откуда он не мог сбежать, или не был схвачен множеством культиваторов зарождающейся души одновременно, ему не нужно было бояться каких-либо засад или скрытых атак. Таким образом, встреча с ними не должна быть слишком большим риском. Хорошо, я обязательно передам ваш ответ мастерам дворца». На лице пожилого мужчины появилось возвышенное выражение. Хань Ли немного поболтал с этим человеком, а затем покинул его. Видя, что Хань Ли не хотел больше разговаривать с ним, старейшина не пытался удержать Хань Ли. После этого Хань Ли направился прямо к транспортной формации на острове. С его скоростью ему не требовалось много времени, чтобы добраться до горы, где находилась транспортная формация. Оказавшись там, он увидел здоровенного культиватора, который охранял транспортную формацию в прошлый раз, когда он был здесь. У человека было строгое выражение лица, и он разговаривал с несколькими культиваторами. Разговаривая, он непрерывно покачал головой, как будто отказывался от чего-то. Ослепительный лазурный свет вспыхнул, и Хань Ли словно из воздуха появился перед группой культиваторов. «Отдаю свое почтение старшему Ханю». Крупный культиватор сразу же узнал Хань Ли, и он поспешно поприветствовал его с уважением. «Я хочу вернуться во внутреннее море». «Транспортная формация готова, верно?» Холодно спросил Хань Ли. «Конечно, старший Хань», быстро ответил культиватор Дворца звезд. Прежде чем Хань Ли успел спросить, он передал ему талисман для телепортации. Несмотря на то, что у него был медальон Великой транспортной формации, Хань Ли все равно взял этот талисман перед входом в формацию. Через несколько мгновений в каменной комнате вспыхнул белый свет, и Хань Ли исчез. На лицах всех культиваторов в присутствии Хань Ли были благоговейные выражения, но как только он ушел, они сразу же изменились в лицах. Один из культиваторов формирования ядра, знакомый крепкого культиватора, спросил: «Брат Юй, этот старший является старейшиной Дворца звезд. Он выглядит мне совершенно незнакомым». На самом деле это не так. Я встречался с этим старшим только раз, и у него был талисман гостевого старейшины Дворца звезд. Хотя официального объявления сделано не было, я предполагаю, что он новый старейшина, который только присоединился к нашему Дворцу звезд, ответил крепкий мужчина с самодовольной улыбкой. Понятно. Разве это не значит, что ваш Дворец звезд теперь станет еще более могущественным сейчас? Кажется, этот старейшина довольно силен. Мне интересно, является ли он культиватором на ранней стадии зарождающейся души или на средней. Культиватор формирования ядра удивленно щелкнул. Я не слишком уверен в этом.
Кажется, у него есть какое-то сокровище, которое мешает людям установить его уровень культивации. Однако я предполагаю, что на ранней стадии зарождающейся души. Будь он на средней стадии, он был бы более известным, нерешительно предположил крепкий культиватор. Я согласен с вами. В любом случае, он не тот, с кем могут сравниться такие, как мы. ТСК, тысячелетняя жизнь. Интересно, у нас еще есть шанс продвинуться к стадии зарождающейся души, сказал культиватор с мечом за спиной и вздохнул. 3 дня спустя на неизвестном коралловом острове, расположенном в 1500 километрах к северу от небесного звездного города, размером всего в несколько километров, молодой человек медитировал со скрещенными ногами и плотно закрытыми глазами. Этот молодой человек, конечно же, был никто иной, как Хань Ли. Несколько дней назад, вернувшись во внутреннее море с помощью транспортной формации, он немедленно покинул огромный остров, не задерживаясь там ни на секунду. Он опасался, что небесные звездные мудрецы воспользуются этой возможностью, чтобы напасть на него, но казалось, что он был слишком параноиком. Ему удалось покинуть территорию Дворца звезд без каких-либо препятствий. В результате Хань Ли почувствовал облегчение и провел несколько дней в близлежащем регионе, а затем прибыл на остров, на котором он согласился встретиться с небесными звездными мудрецами. В этот момент он уже максимально раскрыл свое мощное духовное чутье в качестве меры предосторожности. Все в радиусе нескольких сотен футов было окутано его духовным чутьем, независимо от того, было ли это морское дно, лежащее на глубине в десятки тысяч футов, или небо на сотнях тысяч футов выше, все это было в рамках его наблюдения. Естественно, Хань Ли не терял бдительность при встрече с такими культиваторами, как небесные звездные мудрецы. Они были парой, и оба использовали одно и то же искусство культивации. Когда они объединяли свои силы, с ними, скорее всего, было бы гораздо сложнее иметь дело, чем с двумя обычными культиваторами на поздней стадии зарождающейся души. Кроме того, эссенция божественного света была не шуткой. Стоит сказать, что она могла сокрушить все силы 5 элементов в этом мире. Хотя это явно было преувеличением, но оно было недалеко от реальности. Хань Ли не хотел терять свою жизнь из-за небрежности. Таким образом, он позаботился о том, чтобы установить наблюдение за всем в окрестностях до прибытия мудрецов, чтобы защитить себя от любых злых намерений, которые они могли скрывать. В полдень, когда солнце почти достигло своей наивысшей точки на небе, Хань Ли внезапно зашевелился, открыв глаза. Вдалеке бок о бок летали 2 пятна белого света, направляясь прямо к маленькому островку, на котором он находился. Глава 1158. Условия мудрецов. Хань Ли не сразу поднялся на ноги. Вместо этого он бесстрастно повернулся в этом направлении. Двое приближающихся культиваторов прекрасно видели Хань Ли издалека, и они сразу же направились к маленькому острову, на котором он находился. Полоски белого света вскоре появились над островом и отступили, обнажая мужчину и женщину. Женщине на вид было лет 25, ее кожа была бледной, как снег, в сочетании с роскошными черными волосами. На ней было ярко-зеленое платье, и все ее тело излучало царственную и почтенную ауру. Мужчина, напротив, был ученым в белом халате, которому было около 40 лет. Его взгляд был обычным, но его брови были такими же плотными и темными, как меч. Из его тела исходила зловещая аура, и выражение его лица было холодным, как лед. Оба они парили в воздухе на высоте около 300 футов, оценивая Хань Ли сверху. Хань Ли медленно поднялся на ноги, и его тело воспарило в воздухе. Через несколько мгновений он был на одной высоте с ними двумя. «Я много слышал о небесных звездных мудрецах, и мне очень повезло, что я могу видеть вас обоих сегодня, господа», — улыбнулся Хань Ли. Но его улыбка не была ни холодной, ни восторженной. В ответ на безразличность Хань Ли на лице женщины в роскошных одеждах, которая уже видела Хань Ли однажды, появилась яркая улыбка, напоминавшая похожую на цветение множества цветов в саду. Море рассеянных звезд, много культиваторов на поздней стадии зарождающейся души. Учитывая, что вы согласились встретиться с нами, мы, конечно, не собирались оставлять вас в покое. Это мой компаньон Даа, Лин Сяфэн. Хотя мы довольно известны, мало кто знает наши настоящие имена, сказала женщина. Хань Ли улыбнулся и ничего не сказал, но все же перевел взгляд на мужчину рядом с ней. Его глаза случайно встретились с холодным взглядом Лин Сяфэна, и их сердца одновременно вздрогнули. Они не могли полностью понять причину этого, но оба они внезапно были поражены чувством, что с другим не стоит в это вмешиваться. «Я слышал от старейшины Джао, что у вас уже есть компаньон Даа, и она также культиваторша зарождающейся души. Это довольно печальная новость для нас, брат Хань. Однако невозможно, чтобы наш дворец звезд не слышал, чтобы в море рассеянных звезд появилась новая культиваторша зарождающейся души, даже если она долгое время находилась в уединении.
Вы, должно быть, из Великой Империи Цзинь, а не из нашего моря рассеянных звезд, верно, брат Хань? Спросил Лин Сяфэн. Услышав это, Хань Ли изменился в лице и воскликнул: «Итак, вы двое раньше тоже бывали в Великом Цзине». Хань Ли выдохнул, а в его голове вспыхнуло бесчисленное количество мыслей, и он не подтвердил и не опроверг это мнение. Тем не менее, тон его голоса заставил небесных звездных мудрецов автоматически поверить, что их догадки звучат правдоподобно. Мужчина кивнул с выражением, которое подсказывало, что он все время подозревал, что это так. Великий Цзинь известен как священная земля культиваторов в человеческом мире. Конечно, моя компаньонка Даа и я уже посещали его раньше. Однако, несмотря на то, что существует древняя транспортная формация, которая может перенести нас из моря рассеянных звезд в Великий Цзинь, транспортная формация на другой стороне находится в очень загадочном месте, и даже с уровнями силы меня и моей компаньонки Даа это место все еще представляет некоторый риск для нас. Таким образом, кроме прошлых мастеров Дворца звезд, очень мало культиваторов зарождающейся души из моря рассеянных звезд посещало Великий Цзинь. Конечно, не так много людей знают об этой древней транспортной формации, но наш Дворец звезд расположен к ней довольно близко, и старейшина дворца поселился там, чтобы охранять формацию. Если вы телепортировались в море рассеянных звезд, используя эту формацию, так что мы не могли не заметить ваше прибытие. Кроме того, если бы кто-то прилетел сюда из Великого Цзиня, то путешествие бы заняло более 10 лет и было бы довольно опасным. Нет никого, кто сделал бы что-то настолько глупое. Как вы добрались до нашего моря рассеянных звезд, брат Хан? Спросила Вэнь Цин с нескрываемым любопытством в глазах. Я попал сюда случайно, а не преднамеренно. Что касается метода, с помощью которого я попал сюда, его очень трудно воспроизвести, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то последует за мной. Хань Ли дал половину ответа и не стал вдаваться в подробности. Лин Сяфэн и Вэнь Цин переглянулись между собой в замешательстве, но не стали продолжать эту тему. Мужчина спросил: «Старейшина Джао сообщил вам о цели нашей нынешней встречи здесь?» Хань Ли немного помолчал, а затем рассеялся со словами: «Он упомянул об этом». Очевидно, вы двое хотите обсудить со мной вопросы, касающиеся прорыва на стадию божественной трансформации. Естественно, я не мог отказаться от такого заманчивого приглашения. Верно. Мы вдвоем были на стадии зарождающейся души в течение нескольких столетий, но я уверен, что мы все еще можем дать некоторую информацию, которая может помешать вам пойти по неверному пути, а также несколько методов и секретных техник, которые очень помогут вам в прорыве на стадию божественной трансформации. Конечно, удастся ли вам добиться успеха или нет, в конечном итоге зависит от вас, продолжила Вэнь Цин с приятной улыбкой на лице. Это звучит здорово, но, конечно же, вы не будете раскрывать мне эти секретные техники бесплатно, верно? Хань Ли насторожился. Если вы согласитесь стать компаньоном Даа Юйлин, то мы, естественно, безоговорочно представим вам эту информацию. Однако, если вы отклоните наше предложение, мы можем заключить с вами сделку, брат Хань, немного уныло сказала Вэнь Цин. Какую сделку вы бы хотели предложить? Хань Ли слегка прищурился и посмотрел на Вэнь Цин со спокойным выражением лица. Вэнь Цин ответила с серьезным выражением на лице: «Все просто. Я надеюсь предоставить эти секретные техники и руководство в обмен на вашу помощь, чтобы помочь нашей дочери позаботиться о нашем Дворце звезд вплоть до тех пор, пока она не сможет присматривать за ним самостоятельно. Вы хотите, чтобы я помог госпоже Юйлин?» Хань Ли нахмурился с задумчивым выражением лица. Небесные звездные мудрецы тоже не спешили. Они терпеливо ждали, пока Хань Ли переварит их предложение. «Госпожа Лин сейчас находится только на ранней стадии зарождающейся души, верно?» — спросил Хань Ли. «Верно». Улыбка снова появилась на лице Вэнь Цин, как будто она уже могла догадаться, что Хань Ли собирался спросить дальше. «Как вы думаете, сколько времени понадобится вам двоим, чтобы помочь ей достигнуть поздней стадии зарождающейся души? 100 лет? 200 лет? Или даже дольше?» — спросил Хань Ли. «У нас двоих есть способ помочь нашей дочери достичь средней стадии зарождающейся души в течение 100 лет. Что касается перехода на позднюю стадию зарождающейся души, это непросто, и она сама будет решать, как ей достигнуть ее», — холодно ответил Лин Сяфэн. «Тогда, как вы думаете, она сможет самостоятельно позаботиться о Дворце звезд без уровня культивации на поздней стадии зарождающейся души? Вы же не ждете, что я проведу несколько сотен лет своей жизни, помогая ей, да?» Хань Ли усмехнулся и погладил себя по подбородку. Улыбка Вэнь Цин слегка напряглась, услышав это, но она быстро собралась силами. «Если вы думаете, что это условие зашло слишком далеко, то мы можем изменить его на другое. Как я уверен, вы знаете, что клоуны в коалиции Звездопада постоянно провоцируют наш дворец. Если вы можете помочь нам в убийстве архиепископа Шести Путей Иван Сангу, тогда мы также будем готовы предложить вышеупомянутые методы и секретные приемы.
Это будет беспроигрышная ситуация для нас обоих, с улыбкой сказала Вэнь Цин. Несмотря на то, что архиепископ Шести Путей и Ван Сангу — чрезвычайно известные великие культиваторы, я уверен, что вам двоим представятся ваши шансы против них. Кроме того, я не намерен быть втянутым в какие-либо распри в море рассеянных звезд. После этого я планирую уйти в уединенную культивацию, поэтому, боюсь, я тоже не смогу помочь вам с этим. Улыбка Вэнь Цин исчезла после того, как Хань Ли отказался от их второго условия. Хотя она ничего не сказала, она явно была этим недовольна. В этот момент Лин Сяфэн сказал: «Брат Хань, вы можете не знать об этом, но секретные методы, которые мы предлагаем вам, были изобретены после бесчисленных усилий и исследований нескольких прошлых мастеров Дворца звезд. Они бесценные сокровища для культиваторов поздней стадии зарождающей души, таких как мы. Вы ведь не надеетесь получить их у нас бесплатно?» Выражение лица Лин Сяфэна стало еще более холодным. Хань Ли полностью проигнорировал недовольство двух мудрецов, сжав руки за спиной, сказал: «Я бы не посмел мечтать об этом. Насколько мне известно, все бывшие мастеры Дворца звезд были культиваторами на поздней стадии зарождающейся души, но очень немногим из них действительно удалось достичь стадии божественной трансформации. Я уверен, что методы и секретные техники, которые вы предлагаете, очень ценны, но я скептически отношусь к их эффективности. Конечно, ссылаясь на эти вещи, они принесут мне большую пользу, даже если не смогут напрямую помочь мне совершить прорыв. Однако, слишком много просить меня потратить несколько сотен лет, чтобы помочь вашей дочери или пойти на такой огромный риск, помогая вам двоим в бою. Пожалуйста, сформулируйте несколько более простых условий. Я определенно не буду рассматривать что-то слишком сложное или слишком амбициозное». Выражение лица пар сразу же потемнело, услышав это. Однако они ничего не сказали в ответ. Вместо этого они приглянулись между собой и начали общаться с помощью передачи голоса прямо на глазах Хань Ли. Увидев это, губы Хань Ли слегка дрогнули, но он безучастно посмотрели в небо. Вскоре пара, похоже, закончила обсуждение. Лин Сяфэн без всякого выражения повернулся к Хань Ли и сказал: «За все, что мы предлагаем, мы просим вас помочь нашей дочери только 3 раза. Если вы сможете сделать это, сделка будет заключена». Хань Ли немного обдумал это условие и ответил: «Я могу согласиться на это. Однако я вступлю в дело только тогда, когда жизнь госпожи Юлин окажется под угрозой, и я сделаю только то, что могу». «Хорошо. Вам нет необходимости давать клятву или делать что-то в этом роде. Как великий культиватор, я уверен, что вы сдержите свои обещания, господин Даосист Хань. У меня здесь 3 талисмана 1000 дистанций, изготовленных древним культиватором, используя секретные методы. Даже если вы будете за миллионы километров от нашей дочери, вы сможете увидеть на своих талисманах все, что она напишет на своих. Пожалуйста, держите их в сохранности, господин Даосист Хань». По взмаху рукава Лин Сяфэна появились 3 мерцающих белых талисмана. Затем он провел пальцем по талисманам, и мимо него промелькнула тонкая золотая линия, по которой 3 талисмана разделились на 6. 3 из этих талисманов исчезли в его рукаве, в то время как остальные 3 бросились в сторону Хань Ли в виде 3 полосок белого света. Хань Ли поднял бровь, поймав 3 нефритовых талисмана, и бросил беглый взгляд на них. Руны на этих талисманах были довольно сложными, и хотя они были разделены пополам, духовный свет мерцал над их поверхностями, что указывало на то, что это были необычные артефакты. Хань Ли перевернул ладонь и убрал их в сумку для хранения. Глава 1159. Беспорядки демонических зверей. На этой нефритовой пластинке секретные техники, которые помогут тебе в прорыве на стадию божественной трансформации. Уверена, что благодаря вашим обширным знаниям и опыту вы сможете легко проверить ее подлинность. Улыбка снова появилась на лице Вэнь Цин. Взмахнув рукой, она бросила Хань Ли полоску зеленого света. Хань Ли поймал объект и обнаружил, что это была зеленая нефритовая пластинка размером с ладонь. Он кивнул и немедленно ввел в нее свое духовное чутье. Конечно же, там было около 7 или 8 секретных техник и методов. Хань Ли выбрал один наугад и начал тщательно просмотреть его. Без ведома Хань Ли, пока он проверял подлинность содержимого нефритовой пластинки, Вэнь Цин взглянула на Лин Сяфэна с самодовольным выражением на лице. Через 10 минут Хань Ли вынул свое духовное чутье из нефритовой пластинки и сказал: «Действительно, содержание подлинное и будет очень полезным для меня. Раз так, значит, по рукам. У нас двоих все еще есть важное дело, поэтому мы не можем больше здесь оставаться», сказал Лин Сяфэн с равнодушным выражением лица. «Ха-ха, это место все еще является частью территории Дворца звезд, поэтому я должен прощаться с вами двумя». Хань Ли усмехнулся, помахав им рукой. Затем он превратился в полоску лазурного света и в одно мгновение преодолел расстояние более 200 футов.
Скорость его движения вызывала удивление небесных звездных мудрецов. Когда лазурная полоса света исчезла вдалеке, Вэньцинь повернулась к своему компаньону Да и спросила: «Неудивительно, что он так высокомерен, он действительно владеет необыкновенными навыками. Что думаешь? Он попал в нашу ловушку. Если он хочет перейти на стадию божественной трансформации, он просто не может не попасть в нашу ловушку. Хотя все секретные приемы, которые мы ему предоставили, являются подлинными, только он опробует их, он узнает, что они либо дадут только бесконечно малый эффект, либо их будет невозможно достичь вообще. Только метод, который мы предоставили, с использованием силы 5 элементов для преодоления узкого места, наиболее полезен, и в его возрасте, если начнет культивировать эссенцию божественного света, он сможет полностью овладеть им в течение своей жизни. Как думаешь, он захочет отказаться от такой возможности?» Холодная улыбка появилась на лице Лин Сяофэн. Это правда. В этой секретной технике мы кратко упомянули некоторые особые свойства и способности эссенции божественного света. Даже если он не заинтересован в переходе на стадию божественной трансформации, есть большой шанс, что он поддастся искушению и будет использовать это искусство культивации. Если он планирует культивировать эссенцию божественного света, то он должен использовать силу божественной горы и пройти тот же процесс, через который мы прошли. В этом случае он будет вынужден остаться в небесном звездном городе. Вероятно, он поймет это, когда ему станет трудно полностью овладеть эссенцией божественного света ближе к концу его жизни, и произойдет это через бесчисленное количество лет в будущем. Через столько времени Юлин сможет перейти на позднюю стадию зарождающейся души, и ей не придется беспокоиться о том, что он будет мстить Дворцу звезд, с улыбкой сказала Вэньцин. Лин Сяофэн на мгновение замолчал, а затем сказал, что если Юлин не сможет перейти на позднюю стадию зарождающейся души, тогда у нее будут большие проблемы. Вэньцин слегка запнулась, услышав это, но вдруг сказала: «Мы уже выиграли столько времени для нее, и если она все еще не может перейти на позднюю стадию зарождающейся души, то мы больше ничего не можем для нее сделать. В этом случае ей следует отказаться от Дворца звезд и покинуть небесный звездный город, чтобы стать странствующим культиватором. Без базы культивации на поздней стадии зарождающейся души ей будет очень трудно установить господство над старейшинами Дворца звезд. Даже козыри, которые мы ей оставили, не смогут ей помочь. Нашим главным приоритетом сейчас является научить Юлин технике культивации на Божественной горе. Только после того, как она возьмет под контроль гору, даже брат Хань будет настороженно относиться к ней. Иначе, если он действительно воздержится от культивации эссенции божественного света, как только мы умрем, он может прийти в небесный звездный город и силой захватить Божественную гору. Тогда ситуация будет очень плохой для Юлин. С другой стороны, способность Юлин неплоха. Если она сможет найти подходящего компаньона для парной культивации, есть хороший шанс, что она сможет перейти на позднюю стадию зарождающейся души с помощью нескольких таблеток, проанализировал Лин Сяофэн. В любом случае, мы сделали все от нас зависящее, чтобы позаботиться об этом Хане. Теперь мы должны избавиться от архиепископа 6 путей и Ван Сангу в следующем 100 лет или около того. Скверно, что демонические звери в дальних морях нанесли нам ущерб. Похоже, нам придется заключить временное перемирие с коалицией Звездопада и сначала позаботиться об этих демонических зверях. Вэньцин нахмурилась. Эти демонические звери планировали отозвать наше соглашение, поскольку в течение многих лет во внутренних морях не появлялись культиваторы божественной трансформации, и в настоящее время у нас есть менее великие культиваторы, чем в другие периоды. Эти демонические звери действительно идиоты, раз мы осмелились в первую очередь заключить это соглашение, поэтому, естественно, не будем бояться его отзыва. Последние десятков тысяч лет тщательной подготовки, внутреннее море и мы, культиваторы, уже превратились в неприступную крепость. Даже если эти демонические звери 10-го ранга объединят свои силы и нападут на нас всех сразу, они все равно не смогут пробиться во внутреннее море. Кроме того, насколько я знаю, что нынешняя морская раса тоже не является полностью объединенной, холодно хмыкнул Лин Сяофэн. Ты имеешь в виду конфликт между водяными драконами и расой Суанни? Спросила Вэньцин. Действительно. Раса Суанни во внешних морях не намного мощнее, чем водяные драконы, и они способны лишь доминировать среди демонических зверей 10-го ранга в своих рядах. Однако великий старейшина племени Суанни 10-го ранга скончался 300 лет назад, поэтому водяные драконы не хотят больше уступать им. Мы просто должны разработать план, чтобы начать войну между двумя этими расами демонов, и нам ни о чем будет волноваться, уверенным тоном сказал Лин Сяофэн. Твоя уверенность очень обнадеживает. Жаль, что рудники на острове Зеленого Духа были захвачены. Мы только что получили известие, что там был обнаружен высочайший духовный камень, а эти демонические звери захватили остров раньше.
Мы могли отправить кого угодно на место происшествия. Я даже разослала срочное сообщение с просьбой как можно скорее доставить этот высочайший духовный камень и все недавно обнаруженные высокоранговые духовные камни обратно во внутреннее море, но было уже слишком поздно. Даже старейшина Гуй пал от рук золотого змеиного короля, на лице Вэнь Цин появилось задумчивое выражение. Лин Сяфэн покачал головой и сказал: «Ничего не поделаешь, ведь дальние моря принадлежат демоническим зверям. До этого не было никакого конфликта интересов, так что высокоранговые демонические звери не нападали на нас. Они даже не считали этих неразумных низкоранговых демонических зверей своими братьями, поэтому они просто позволяли нам основывать поселения на этих островах во внешних морях. Теперь, когда найдены рудники высокоранговых духовных камней и даже высочайший духовный камень, вполне естественно, что они будут атаковать. На данный момент отказаться от внешних морей – хорошее решение. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы собрать все наши силы во внутренних морях и постараться максимально стабилизировать Дворец Звезд, пока Юлин не вступила во владение. Однако эти странствующие культиваторы и коалиция Звездопада, скорее всего, не захотят сдаваться в открытом море, задумчиво сказала Вэнь Цин. Это идеально для нас. Мы откроем все транспортные формации в городе, и пока они готовы платить духовными камнями, мы позволим им отправляться в дальние моря, кем бы они ни были. Коалиция Звездопада и эти странствующие культиваторы были менее почтительны и уважительны к нашему Дворцу Звезд, так что это будет идеальной возможностью преподать им хороший урок. Как только вопросы, связанные с демоническими зверьми во внешних морях, будут решены, мы полностью искоренить коалицию Звездопада. Похоже, что архиепископ Шести Путей и Ван Сангу действительно верят, что мы не можем далеко отходить от небесного звездного города. Они поймут, насколько абсурдны их предвзятые представления в тот день, когда падут от наших рук. Раз в 100 лет на целый месяц сила Божественной горы полностью исчезает. Тогда мы вообще не будем ограничены горой, и когда это время наступит? В глазах Лин Сяфэна появилось злобное выражение, и он холодно хмыкнул. Действительно, пришло время раз и навсегда уладить свои разногласия с архиепископом Шести Путей. Голос Вэнь Цин также стал холодным. Лин Сяфэн запнулся, услышав это, а затем спросил, нахмурившись: «Ты все еще зациклена на том, что случилось много лет назад? Как я могу забыть об этом? Если бы я не встретила тебя, я, скорее всего, умерла бы давным-давно. Если бы не ограничение эссенции божественного света, я бы точно не позволила ему уйти от меня во время нашей последней битвы». Выражение на лице Вэнь Цин стало еще более холодным. Лин Сяфэн на мгновение замолчал, увидев это, и в конце концов, лишь слабо вздохнул. «Хорошо. Раз так, я позволю тебе лично убить архиепископа Шести Путей». Сказав это, Лин Сяфэн снова превратился в полосу белого света и улетел в направлении, откуда они пришли. Вэнь Цин еще некоторое время оставалась на месте с яростным выражением на лице, а затем последовала за ним. В этот момент Хань Ли был уже далеко. Естественно, он не знал о том факте, что буквально на второй день после его возвращения во внутреннее море весь остров Серебряной Акулы уже слышал о бойне на острове Зеленого Духа. В то же время, известие о том, что высочайший духовный камень был обнаружен в шахте на острове Зеленого Духа, вызвали огромный переполох во всех морях рассеянных звезд. Всего через 2 дня после встречи Хань Ли с небесными звездными мудрецами высокоранговые демонические звери в дальних морях поставили ультиматум всем островам, на которых жили человеческие культиваторы. Все люди должны были покинуть внешнее море в течение 3 месяцев, и любой найденный после этого будет убит на месте. В результате все странствующие культиваторы и державы во внутренних морях были в смятении. Для культиваторов в море рассеянных звезд ядра демонов демонических зверей во внешних морях стали столь же незаменимыми, как духовные камни, и почти каждая сила в море рассеянных звезд зависела от них. Всем им удалось получить огромную прибыль в открытом море, так как же они могли так легко отступить. Таким образом, бесчисленные странствующие культиваторы, а также культиваторы основных держав стали стекаться в Дворец Звезд и коалицию Звездопада, получая доступ к их транспортным формациям, чтобы путешествовать в дальние моря. В связи с тем, что на острове Зеленого Духа были рудники обнаружены высокоранговых духовных камней и высочайший духовный камень, значительная часть культиваторов решила телепортироваться в регион рядом с этим островом. В то же время на острове Зеленого Духа также собралось бесчисленное количество демонических зверей всех сортов. Казалось, что битва между человеческими культиваторами и демоническими зверьми была неизбежна. Среди хаоса и суматохи по всей области моря рассеянных звезд начал распространяться слух о том, что снова появился небесный котел и что в котле есть таинственные таблетки, которые могут позволить культиватору формирования ядра перейти на позднюю стадию зарождающейся души менее чем за 200 лет.
Никто не знал, откуда появился этот слух, но он быстро завоевал популярность среди всех человеческих культиваторов. Глава 1160. Остров Дьявольского озера. Остров Дьявольского озера был расположен на окраине внутренних морей. Единственными, кто знал о его местонахождении, были странствующие культиваторы, проживавшие на других близлежащих островах. Причина, по которой этот остров остался в памяти культиваторов и получил такое своеобразное название, заключалась в том, что на острове можно было найти материал, известный как зеленая медь, который можно было найти только в нескольких озерах на острове. Материал не был очень редким и ценным, но он был необходим для изготовления нескольких видов уникальных сокровищ. Поэтому некоторые низкоранговые культиваторы иногда приезжали на этот остров ради этого материала. Возможно, это было связано с тем, что в этих озерах содержалось большое количество зеленой меди, но в любом случае все озера были зелеными, как нефрит, гораздо зеленее, чем вода в нормальном озере. Кроме того, если смертный падал в реку, он мог плавать, ничего не делая. Таким образом, придуманный термин «дьявольское озеро» постепенно стал популярным в регионе вокруг острова. Однако на этом острове было только скудное лесное хозяйство и никаких духовных вен, поэтому он не был популярен для посещения. Однако в этот день около 50 низкоранговых культиваторов собрались возле одного из озер. Все они были заняты созданием нескольких сложных временных формаций заклинаний. Большинство из этих культиваторов находились только на стадии уплотнения ци, и среди них было только около 6 или 7 культиваторов заложения основ. В воздухе над центром озера собрались 3 культиватора формирования ядра, и они что-то тихо обсуждали между собой. Морщинистый пожилой мужчина в серой одежде повернулся к двое другим с удрученным хмурым взглядом и сказал: «Младший боевой брат Лей, мы ведь не можем снова потерпеть неудачу, не так ли? Ради разрушения этого ограничения мне пришлось потратить почти все свои сбережения. За все это время я потратил более 200 тысяч духовных камней. Если мы снова потерпим неудачу, то у меня больше нет духовных камней для новых попыток». Красивый мужчина в синей мантии проворчал в ответ: ты слишком преувеличиваешь, старший боевой брат У. Ты самый богатый из всех нас троих. Твой павильон золотых писаний чрезвычайно известен во всем близлежащем регионе, разве у тебя может не быть духовных камней? Ты можешь не знать об этом, младший боевой брат Лей, хотя дела моего павильона золотых писаний процветают на первый взгляд, на самом деле он едва удерживается перед лицом конкуренции со стороны более крупных магазинов, таких как павильон огненного облака. Человек в серой мантии тяжело вздохнул с унылым выражением лица. «Хватит рассказывать нам сказки, старший боевой брат О. Павильон золотых писаний работает давно, и если бы вы не получали от него прибыли, тогда почему вы до сих пор его не закрыли?» Последним культиватором была великолепная женщина в красных одеждах. У нее была огненная фигура и большие сверкающие глаза, способные очаровать любого. Павильон золотых писаний был довольно прибыльным в свои ранние годы, но это было только тогда, когда мастер все еще был рядом. С тех пор, как Мастер Мэн исчез более 100 лет назад, другие крупные магазины оказывали на меня большое давление, видя, что у меня больше нет культиватора зарождающейся души в качестве покровителя. Первые несколько лет все было в порядке, поскольку они все еще опасались потенциального возвращения Мастера Мэна. Однако 20 лет назад, с тех пор, как распространились новости о том, что мастер получил травмы в битве с архиепископом Шести Путей, дела стали ухудшаться день ото дня. И если бы не тот факт, что я сам культиватор на поздней стадии формирования ядра, у меня, скорее всего, уже бы насильно отобрали мой магазин. Я завидую твоему беззаботному и неторопливому образу жизни. Кривая улыбка появилась на лице пожилого человека. Мне неинтересно слушать о подобных вещах. Все, что я знаю, это то, что я внес в это дело не меньше духовных камней, чем ты, старший боевой брат О. Более того, ты не единственный, кто расхлебывает последствия исчезновения Мастера Мэна. У мастера был горячий темперамент, так что за свою жизнь он оскорбил бесчисленное количество культиваторов. Теперь, когда он исчез, я стал мишенью для его врагов. На меня охотились несколько десятилетий, пока мне не удалось избавиться от врагов. Напротив, ты собрал свои собственные силы и можешь положиться на свои связи с сектой Кровавого Света, чтобы сохранить свою безопасность. Так что ты тут единственный, кто действительно живет беззаботной и неторопливой жизнью, старший боевой брат О, с горьким выражением на лице сказал мужчина в синем халате, а из его тела донесся острый запах крови. Что ты такое говоришь, младший боевой брат? Если бы не тот факт, что у меня столько учеников, я бы сделал, как вы двое, и давно скрылся. Зачем мне подвергаться такой опасности? Помимо огромных затрат, которые я несу каждый год,
я должен отдавать большое количество духовных камней каждый год секте Кровавого Света, чтобы я мог продолжать пользоваться их защитой. Моя жизнь не так проста, как тебе кажется. Я слышал кое-что о том, чем ты занимался в последние несколько лет, младший боевой брат. Твой титул Кроваворукого Дьявола широко известен среди нас, культиваторов формирования ядра. Искусство культивации, которое ты используешь, позволяет тебе быстро прогрессировать, и теперь ты уже перешли от ранней стадии формирования ядра к средней стадии. Пожилой мужчина, казалось, намеревался показать всем остальным, насколько он несчастен. Мужчина в синей одежде недовольно поднял брови и хотел продолжить спор, но красивая женщина хихикнула и вмешалась. «Старший боевой брат, младший боевой брат Лэй, вам двоим не нужно продолжать ссориться. С тех пор, как Мастер Мэн исчез, все мы сражались. Однако, если мы сможем получить сокровища, спрятанные в этой тайной пещере, я верю, что коллекции Мастер как культиватора зарождающейся душу будет достаточно, чтобы мы смогли разделить ее между собой. После мы сможем либо скрыться, либо просить защиту у других сил, но наша жизнь хотя бы больше не будет в опасности». Услышав ее слова, пожилой мужчина и молодой человек в синей одежде переглянулись между собой и действительно перестали спорить, тем самым намекая на то, что оба они несколько настороженно относятся к этой женщине. Все трое молча смотрели, как низкоранговые культиваторы внизу продолжали устанавливать формации заклинаний. Через некоторое время мужчина в синей одежде внезапно сказал: «Старшая боевая сестра Кай, ты уверена, что тайник мастера действительно подпадает под это ограничение?» Я могу сказать, что мастер определенно наложил это ограничение, но в то же время у мастер также есть множество временных пещер на многих маленьких островах. Это же не может быть одна из них, не так ли? Если так, то все наши усилия будут напрасны. Ты сомневаешься во мне, младший боевой брат Лэй? Красивая женщина была недовольна услышать это. Мужчина в синей одежде облизнул губы и безо всякого выражения ответил: «Это ты сказала нам, что знаешь местонахождение тайных сокровищ мастера, и привела нас на этот остров несколько месяцев назад, но ты никогда не рассказывала нам, как ты получила эту информацию. У мастера была определенная благосклонность к тебе, но, зная личность мастера, нет никакого способа, чтобы он раскрыл тебе эту информацию. Теперь, когда это ограничение вот-вот откроется, почему бы тебе не прояснить ситуацию, чтобы я и старший боевой брат учувствовали себя спокойнее?» Младший боевой брат Лэй прав. Мы не получали от тебя известий в течение многих лет, но ты внезапно пришла к нам из ниоткуда и привела нас на этот остров. Ты не можешь винить нас в том, что мы подозрительны, вмешался пожилой человек в сером. И что с того? Если я не раскрою эту информацию вам двоим, вы объединитесь и нападете на меня, хрупкую женщину на ранней стадии формирования ядра. Лицо женщины стало мрачным, и она убрала несколько прядей волос за ухо. Когда она это сделала, на ее запястье показался фиолетовый браслет, сверкающий таинственными рунами. Оба ее боевых брата резко изменились в лице при виде этого браслета. «Не думал, что мастер даже наградил тебя своим пурпурным ледяным браслетом, старшая боевая сестра. Только с одним этим древним сокровищем ты более чем достаточно сильна, чтобы победить меня и старшего боевого брата». Следы ярости появились в глазах мужчины в синем одеянии, и было неясно, была ли эта ярость направлена на эту женщину или мастера Мэна. Пожилой мужчина быстро успокоился, и на его лице снова появилась улыбка. «Ты верно шутишь, младшая боевая сестра. У нас нет злых намерений против тебя. Младший боевой брат Лэй и я делаем все возможное, чтобы преодолеть ограничения под озером. Поэтому я надеюсь, что ты сможешь простить нас за излишнюю предосторожность. В конце концов, ты не вкладывала в это столько духовных камней, сколько мы, младшая боевая сестра». Женщина немного поколебалась, а затем выражение ее лица наконец смягчилось, и она сказала: «Я привела вас двоих в эту тайную пещеру, и я беру только треть от сокровищ внутри, так почему мне нужно вносить дополнительные камни духа?» Видя, что как старший боевой брат так и младший боевой брат Лэй питают некоторые подозрения, я могу раскрыть информацию, которую вы хотите услышать. Мы были бы рады услышать это. Пожилой мужчина был в восторге. Молодой человек молча отошел в сторону с мрачным выражением лица. На первый взгляд, я ученица мастера Мэн, но на самом деле я одна из его наложниц. Я верю, что вы оба уже знаете об этом. Однажды ночью я узнала, где находится эта тайная пещера, потому что мастер говорил во сне. В то время он знал, что продолжительность его жизни подходит к концу, и он планировал приехать в эту пещеру и умереть в окружении всех своих сокровищ, сказала женщина. И все. Пожилой мужчина и молодой человек недоверчиво переглянулись между собой. А почему это должна быть сложная история? В любом случае, верить или нет, зависит от вас. Кроме того, вы думаете, что мастер Мэн создал бы такое сложное ограничение, если бы он пытался только защитить одну из своих временных пещер?
Даже объединив наши силы, мы все еще не смогли прорваться через несколько месяцев. Есть ли какое-либо более правдоподобное объяснение этому, кроме того факта, что это тайная пещера, где он хранит все свои сокровища? Сказала женщина. Созерцательный взгляд мелькнул в глазах пожилого человека, и он сказал, прочистив горло, это убедительный аргумент, младшая боевая сестра. Похоже, что младший боевой брат Лей и я были слишком паранойками. К счастью, остался только последний уровень ограничений. После того, как мы прорвемся через него, наши усилия в течение последних нескольких месяцев окупятся. Пойду проверю, как идут дела с установкой ограничения. Затем он превратился в полосу желтого света и полетел к берегу реки. Мужчина в синей одежде поднял бровь, глядя на женщину. Я тоже пойду проверю, как они там продвигаются дела. Багровый свет появился над его телом, покрыв его багровым световым барьером. Затем его тело упало прямо в озеро внизу и исчезло. Женщина поджала губы, увидев уход двух своих боевых братьев. В то же время в ее глазах вспыхнул едва различимый холодный свет. Некоторое время спустя пожилой мужчина дал несколько инструкций низкоранговым культиваторам на берегу реки, а затем вернулся к женщине. Почти в тот же момент вода в озере спустилась вниз, после чего мужчина в синих одеждах тоже поднялся в воздух. Все трое вернулись вместе в мгновение ока. Младший боевой брат Лей, младшая боевая сестра Кай, формация заклинаний почти. Что это? Пожилой мужчина повернулся к ним двоим с улыбкой и уже собирался что-то сказать, как вдруг выражение его лица резко изменилось, когда он взглянул вдаль. И женщина, и мужчина в синей одежде были встревожены этим внезапным развитием событий, и они поспешно повернулись в этом направлении. Там, вдалеке, неслась полоска лазурного света, словно направляясь прямо к этому озеру.